Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить про жизнь мужчин соло. Вот, скажем так, такое сейчас популярное направление. И что называется, женщины доигрались. Вот я когда готовилась к видео, подумала о том, это ж как нужно было довести мужчину, чтобы мужчина радовался отсутствию женщины в его жизни. И я сегодня буду объективно вообще, вот объективно, насколько это возможно. Вообще мой канал создан для того, чтобы склеивать отношения между мужчиной и женщиной. Но я не могу не признать, что жизнь соло сейчас для мужчин хороша, потому что мне это самые популярные комментарии, когда мужчины пишут о том, что вот они чувствуют, когда вышли из брака, из неудачных отношений, чувствуют себя, как будто птица из клетки вылетела, ощущение свободы, снова драйва, получение удовольствия от жизни, когда мужчина делает то, что он хочет, а не то, что он должен. И, может быть, для женского пола покажется, что мужчина как-то один проживает какую-то скучную жизнь, монотонную, там, заброшенный. Но нет, мужчина и следит за собой, путешествует, ну, просто уже все, что он хотел, он делает без семьи, без отношений, да, и как бы появляется больше возможностей, потому что все средства он не тратит на там отношения, на женщину. Ну и, в общем-то, сегодня я поговорю вот о таких плюсах, да, в общем, разберу сегодня такую тему. Это такой вот, можно сказать, такой треугольник с желтым вопросительным знаком, когда прям надо призадуматься женщинам, я считаю, потому что перспектива дальнейшая, она не очень хорошая на то, чтобы мужчины снова развернулись, и вот когда уже поняли, каково это жить одним классно, и вот так вот, да, и то есть уже желание может не возникнуть строить отношения с женщиной. Ну и можно подумать, что мужчины, у которых может быть там средняя зарплата, они сейчас отказываются от отношений с женщиной, но нет, и мужчины, у которых выше зарплата, тоже и в комментариях мне пишут, и в принципе сейчас, ну потому что никто не хочет быть с ощущением того, что тебя использовали, поэтому, в общем-то, все понятно. Психологи выделяют 7-10 лет, когда происходит кризис у человека. Это важный этап в жизни, он происходит и у мужчины, и женщины, когда происходит переоценка ценностей, когда человек задает себе вопрос, что я делаю, приносит ли это мне радость, и как из «Алисы в стране чудес», да, скажите, как мне туда попасть, все зависит от того, куда вы хотите прийти. Вот люди задают себе вопрос, да, куда они в конечном итоге хотят прийти, и у нас приоритеты меняются в зависимости от нашего возраста, да, или мы уже пришли к чему-то, получили это и поняли, что вот вроде бы все есть, а чего-то не хватает. И эти переоценки, они, конечно же, происходят и у мужчин, которые живут соло, и общая такая, не то что претензия, но недовольство мужчин в том, что девочка рождается, и уже просто вот с самого детства девочка как бы растет в таком понимании, что мальчик ей просто обязан, потому что он родился мальчиком. И вот этот какой-то груз, да, такой лишней ответственности, даже уже речь идет не просто о каких-то там близких отношениях, а в принципе так в социуме, в обществе выстроено, что мужчина даже незнакомой женщине почему-то чем-то обязан. Знаете, если человек, задыхающийся в воде, будет думать, что ему нужна сейчас еда, то он утонет. Поэтому вот эта вот расстановка приоритетов в жизни, да, чтобы потом, что называется, не было обидно за больно прожитую свою жизнь, да, или не ту, которую ты хотел прожить. С одной стороны, здесь я очень понимаю мужчин, вообще людей, которые хотят что-то делать для того, чтобы реализовывать, да, какие-то свои идеи. Ну, изменения происходят, да, понимание приходит, к примеру, раньше не было, а позже настает, когда ты начинаешь ценить то, что, например, ты можешь в какой-то момент не услышать привет от своих родителей, да, поэтому лучше почаще их обнимать, пока есть такая возможность. Или ты
ты работаешь на работе и понимаешь, что это раньше тебе нравилось, а сейчас это уже не то место, ради которого стоит тратить свою жизнь. Ну или если говорить про людей, у которых есть дети, да, то что твой ребенок пойдет один раз всего лишь в первый класс, поэтому важно это тоже запечатлеть, да. Ну то есть такие какие-то моменты. Или если касаемо уже там реальной жизни взять, как пример, там мужчина, у которого все есть, да, но у него там отобрали здоровье, да, и уже ни за какие деньги его не купишь. Или есть другой мужчина, у которого есть здоровье, но кроме здоровья, к примеру, ну, мало что есть. Так вот, для вот этого мужчины, другой мужчина может показаться очень счастливым, потому что здоровье очень важно в жизни, да. То есть приоритеты у нас меняются в зависимости от того, с чем мы сталкиваемся в нашей жизни. Да, надо отметить, что это уважающие себя мужчины и финансово независимые, даже с более таким большим достатком, выбирают тоже такую жизнь, потому что никто не хочет быть таким запасным картриджем, когда там женщина решила, поставила, да, как кинопленку, быстренько что-то проигралось, то, что она хочет, и потом она остановила эту кинопленку и куда-то там отложила или выкинула, да. Поэтому мужчины уже понимают, что на женщину надеяться не приходится, к сожалению. То есть мужчина сейчас не понимает, для чего жить с женщиной, если, во-первых, сами женщины очень сильно подпортили свою репутацию. В настоящее время мужчины отмечают, что очень трудно найти человека, с которым можно жить в семейной паре без опаски. Сейчас антимужские законы, поэтому мужчины понимают, что жить одному спокойнее, жить одному надежнее, сохраняется его бюджет, который он может уже тратить на себя. Морально никто не беспокоит его нервы, скажем так. Ну и плюс такая тоже важная проблема, что сегодня женщина может быть твоя, а завтра она уже может быть не твоей. Ну и получается, что сейчас женщина может быть полезна мужчине, скажем так, только для близости. К большому сожалению, я вот это говорю, да, ну то есть вот какой основной мотив мужчине сейчас знакомиться с женщиной при всех абсолютных минусах? Это только вот когда еще осталась вот эта привлекательность женщине и просто работает природа, и мужчина все равно не может не реагировать, да? То есть основные, да, такие моменты, когда женщина сейчас современной, такая нарастающая тенденция поговорить не о чем, на нее надеяться не приходится, честность под большим вопросом, что может дать женщина мужчине, да, ведь мы когда вступаем в отношения, но тем не менее, если отбросить любовь, все равно мы и мужчина, и женщина себе какие-то плюсы рисуем в жизни, как наша жизнь улучшится с появлением другого человека в жизни. И, соответственно, мужчины сейчас столкнулись с тем, что они не видят смысла вообще нахождения в жизни женщины, потому что женщина ничего не может дать. Часто даже молодые мужчины сейчас, даже там мне пишут, там 24 года, 26, решают быть одним, потому что уже боятся, видя вот эту статистику, что вокруг везде разводятся, что никаких перспектив вообще на счастливый брак нету, что и правильно, как это, предупрежден, значит вооружен, да, по каким-то своим знакомым. Даже вот можно, некоторые мужчины, которые соло, у которых не было брака, а вот у знакомых есть, они выдыхают и говорят, что какие же мы счастливые, что мы не испытываем той горечи, что испытывают сейчас те, кто вступил в брак, развелись, да, и выплачивают вот эти алименты, и ничего хорошего от брака не получили. Более того, получили настолько болезненный опыт, что вот мне тоже мужчины пишут, делятся о том, что вот ну, какая-то женщина настолько
как-то показала себя не очень хорошо, что мужчина полностью разочаровался в женском поле. Это, конечно, очень грустно. Я, конечно, за то, чтобы все-таки расставаться довольно достойно все-таки, да, чтобы тебя не вспоминали плохим словом, да. Но иногда просто, к сожалению, наверное, так не совсем получается у людей, да, расстаться на каком-то хорошем слове. Ну и такие истории, которые добавляют уверенности мужчинам жить соло, это когда женщине там что-то ударило в голову, и она решила, что вот уже с этим мужчиной неинтересно. Или все было хорошо, когда мужчина зарабатывал хорошо, а когда его там понизили, да, и он стал меньше зарабатывать, женщина быстренько ретировалась от этого мужчины, или он там заболел, к примеру, да. Женщина сразу его покинула. Но это некое предательство получается, это как бы, как еще это назвать, да, конечно, у всех случаи индивидуальные, но то есть, когда было все хорошо, ты был с человеком, да, когда плохо, уже тебя нету, а семейная жизнь, она состоит не только из радостей, но и из каких-то таких вот кризисных ситуаций. Жизнь соло мужчины дает ему возможность жить для себя, делать то, что он хочет, а не то, что нужно. Жизнь мужчины соло — это не значит, что мужчина живет без женщин. Здесь как раз-таки мужчинам удобно, что они выбирают, с одной стороны, да, когда, кто, если женщина там как-то начинает говорить о браке, можно расстаться, да, сразу. Я думаю, что все равно в какой-то момент, возможно, появится вот это вот желание, чтобы все-таки был какой-то человек, к которому возникнет какие-то чувства, да, а не просто, вот так вот, да, менять. Но тоже мне поступает много комментариев, что реально сейчас настолько вот, такие женщины, что просто как бы другого выхода, да, уже у мужчин практически нету. Ну и надо сказать, что путешествие соло набирает популярность. Ну и надо сказать, популярность соло набирает популярность. 42% сейчас хотят путешествовать одни. Ну это женщины тоже, но вот и мужчины. И там день мужчины, который живет соло, там с утра встал, поехал в фитнес, прокачался, да, хорошее тело, там следит за фигурой, хорошо одет, там есть возможность, да, он уже деньги не тратит на семью и на отношения, поэтому есть деньги заняться, там, не знаю, куда-то поехать с друзьями, да, попутешествовать, мир открыть для себя, там, ну и много-много разного. То есть, конечно, перспектив сейчас получать больше удовольствия для себя. Что хочу сказать в заключение: любовь потихонечку затухает в сердцах мужчин. Очень сложно любить человека, которому ты не можешь доверять и в котором ты не уверен в его честности и порядочности. В общем, такое вот видео. Увидимся уже завтра. Спасибо вам большое за просмотр. До новых встреч. Пока.